Привет, друзья! Это Анна, и вы на самом искреннем канале о саморазвитии, не психология. Сегодня поговорим о таком понятии, как самомотивация. Что это такое, чем она отличается от мотивации и, в принципе, как активизировать ее и начать ей пользоваться. Для начала давайте разберемся, что же такое мотивация. Мотивация – это наше вдохновение, наша энергия, которая помогает нам добиваться наших целей и достигать результатов. Самомотивация же – это один из вариантов мотивации. Есть мотивация внешняя и есть мотивация внутренняя. Что мы можем отнести к внешней? Это когда я делаю то, что кто-то хочет, или я делаю по нужде. То есть мы работаем на нелюбимой работе, потому что у нас существует нужда. И у нас появляется такая мотивация, которая длится, кто-то говорит, 3 дня, кому-то хватает ее там на несколько часов. И без особого желания, без особого энтузиазма мы можем выполнять то или иное действие. Что касаемо внутренней мотивации, это уже исходит от того, что я хочу. Я хочу работать там, я хочу быть с тем, я хочу иметь то. И как раз вот эта внутренняя мотивация, это у нас и есть самомотивация. Благодаря самомотивации, как вы уже, наверное, догадались, мы можем сделать намного больше, эффективнее и лучше. То есть вывести свою жизнь на более высокий и качественный уровень. Так как же эту самомотивацию развить? Как же ее активировать в себе? Первое, самое важное правило – всегда ставьте себе цели и делайте то, что исходит из ваших ценностей. То есть, чтобы мы оставались мотивированными и вдохновение нас не покидало, мы должны именно делать то, что нам нравится, то, с чем у нас соприкасаются наши ценности, а не идут вразрез с ними. Чтобы вы лучше поняли, о чем я говорю, приведу следующий пример. Смотрите, у вас в центре ваших ценностей жизненных стоит безопасность или, иными словами, стабильность. Но при этом вы поставили себе цель или вы уже работаете на должности, которая подразумевает зарплату, которая зависит только от вас, гибкий график работы и постоянные командировки. В таком случае вы не будете чувствовать себя счастливым, потому что ваши цели идут вразрез вашим ценностям. И наоборот. Если вы любите разнообразие, если вы стремитесь к нему, то вы будете лететь на эту работу, потому что вам нравится этот гибкий график, вам нравятся вечные разъезды, командировки, что-то новенькое, вам нравится то, что ваша зарплата полностью зависит от вас. То есть для того, чтобы нам активировать эту самомотивацию, нам нужно чувствовать себя счастливым на том месте, где мы находимся и занимаясь тем делом, которым мы занимаемся. Следующий пункт. Он как бы исходящий из первого, то есть является даже его обратной стороной. Это тот случай, когда вы не имеете возможности заниматься тем, чем вы хотите сейчас, на данный момент. Но тут есть одна лазейка. Называется она хобби. Прямо сейчас возьмите и начните заниматься тем делом, которым уже давно хотите заниматься, но постоянно откладываете, потому что у вас нет времени, нет сил, нет возможностей, и вы считаете, что это никаких плодов вам не принесет. Начните этим заниматься. Вы почувствуете эту энергию, эту внутреннюю силу. Вы будете бежать с работы домой, чтобы заняться этим делом, чтобы порисовать, чтобы пописать. Кто знает, может быть, вскоре это хобби и станет вашим основным делом всей жизни. Далее, третий пункт. Записывайте свои достижения. За год, за месяц и даже за день. Особенно очень важно записывать свои ежедневные достижения людям, которые максимально не уверены в себе и занимаются вечным самобичеванием. И любимая фраза которых «я никчемный». Причем писать вы можете даже и рутинные дела, которые вы делаете каждый день. Такие как заправить постель, помыть посуду, почистить зубы и так далее. Вы скажете, что за бред? Как рутинные дела помогут мне выработать эту самомотивацию? Я поясню. Мы очень часто недооцениваем свои достижения и переоцениваем свои возможности.
У вас когда-нибудь было такое, что вы на день запланировали 10 дел, сделали из них только 3, 7 не сделали, но при этом вы не хвалите себя за те дела, которые вы сделали, пусть они были важные, и гнобите себя за те дела, которые вы не сделали, хоть они и были не такими уж и важными. Если, конечно, вы постоянно прокрастинируете важные дела и делаете сначала неважные, а важные у вас где-то в конце списка, вы их не успеваете сделать, то это уже отдельная история. Тогда для начала советую вам посмотреть мое видео о повышении личной эффективности. Посмотрите его, начните что-то менять и возвращайтесь к просмотру этого ролика. Если же вы делаете все правильно, в первой половине дня вы делаете важные дела, маловажное оставляйте на вторую половину дня, то тогда у вас вообще нет никаких поводов, чтобы заниматься самобичеванием. Но все же, для чего нужно записывать ежедневные дела? Когда мы хвалим себя за то, что мы сделали сегодня, и когда мы это видим в первую очередь, то у нас начинается вот это чувство удовлетворения собой, которое по итогу помогает нам стать увереннее в себе. А уверенность, она придает нам энергии, сил и позволяет нам достигать больших и лучших результатов. То есть активируется наша самомотивация. Ну и как бонус такой, если у вас совсем нечего записывать, у вас скучная жизнь, как вы считаете, то записывая рутинные свои дела, вы можете проанализировать, как тот факт, что я заправляю постель, может сделать меня более уверенным в себе. Смотрите, сегодня вы заправили постель, завтра заправили постель, и так каждый день. По итогу вы аккуратный человек, а не неряха. А неряхи, они часто бывают неуверенными в себе, либо самоуверенными, но это мы уже в следующих роликах обсудим, уверенность и самоуверенность. Ну и 4-й пункт. Занимайтесь спортом, ведите здоровый образ жизни, соблюдайте режим сна, правильно питайтесь. Как говорится, в здоровом теле здоровый дух. Наверняка вы со мной согласитесь, когда мы чувствуем себя хорошо, когда мы здоровы, то и энергия из нас бьет ключом. Поэтому это тоже очень важный момент в активации и в реализации вот этой самомотивации нашей. Хорошо, мы обсудили 4 фактора, которые влияют на самомотивацию. Конечно же, во главе списка, еще раз повторюсь, стоят ценности наши. Не забывайте об этом. Потому что ценности, они составляют фундамент, корсет нашего духа. От этого уже зависит то, как сложится наша жизнь, если мы будем следовать своим ценностям, либо же если мы будем идти вразрез с ними. К слову о ценностях. О них мы будем на этом канале говорить еще очень долго, потому что, как я уже сказала, они составляют фундамент нашего духа, нашей личности. И да, если вы еще не подписались на канал, обязательно подпишитесь, и я научу вас быть счастливым и успешным на фундаментальном уровне. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вы нашли в этом видео то, что искали. С вами была Анна. До новых встреч. Пока.